Вначале поговорим о грибах, тем более есть повод. Прошедшее лето 2010 года, все мы помним, было очень теплым. Затем наступила такая нормальная дождливая питерская осень. В результате грибы у нас росли повсеместно. В области и в городе, в лесах и в парках, и даже в некоторых коммуналках. У нас постоянно растут грибы. Вот они действующие, то есть они отломился, свежие грибки. Это нормальное явление. Жители этой коммуналки утверждают, что они в сезон раз в 2 недели снимают урожай свежих грибов, которые растут прямо в туалете. Вообще, когда попадаешь в эту квартиру, первый вопрос: как же можно было довести, пусть и коммунальное, но все же свое собственное жилье, до такого ужасающего состояния? Однако вскоре понимаешь, что жильцы – люди нормальные, они за чистоту и порядок борются, но вот силы явно не равны. Постоянно у нас свора крыс, как говорится, это нормальное явление. Они лезут прямо с подвала. Это крысиные лазы, все тут они были. Полы давно уже сгнили. Мы периодически забиваем туда кирпичи, чтобы хоть как-то поднять, и оно не провалилось до конца. Там земля. В общие коридоры жители коммунальной квартиры номер 1 по ночам стараются не выходить. Боятся, что под ногами провалится пол, боятся крыс, которые лезут изо всех щелей. И жаль, что камера не может передать аромат этой коммуналки. От 100% гнили и сырости дышать здесь абсолютно нечем. Все жильцы у нас, как в старые времена, со своим горшочком дома. А утром, выходя, каждый со своим горшком идем в уборную. То есть по ночам мы стараемся вообще в коридор не выходить. Недавно на этой кухне рухнула стена. В один миг словно ее и не было. Теперь жильцы с опаской смотрят на потолок. Как бы в один прекрасный день на их головы не приземлилась коммунальная квартира сверху. Жилищная контора говорит: заделывайте сами. Мы пытались как-то зацементировать, но это эффект дало буквально на полгода, год, и все равно это все также снова отвалилось. В руках у одной из соседок документы с прошлого. Письма в райисполком жильцы этого дома начали писать еще в середине 80-х. Понять людей можно. Конечно, они хотят выбраться из коммуналки с грибами и крысами. Но денег на покупку отдельной квартиры и даже на ипотеку ни у кого здесь нет. Поэтому мечтают они о том же, о чем и 30, и 50, и 60 лет назад мечтали жители полуразвалившихся ленинградских коммуналок. Чтобы их дом признали аварийным. Ура! Ура! Что с тобой, Саша? Ура! Мы теперь аварийники, Маша! Аварийники! Нам комнату немедленно дадут! Без всякой очереди! Саша! Везет же людям! Сам обрушился! Вот счастье-то какое! Признание жилья аварийным. Об этой голубой мечте жителей коммунальных квартир в свое время даже снимались музыкальные фильмы по произведениям самого Шостаковича. Придет пора, и в новый дом с тобою вместе мы войдем. К концу 20-х годов в Ленинграде практически не осталось отдельных квартир. Люди, ехавшие в город со всего Союза, расселялись в коммуналки, уплотняя и переуплотняя друг друга. 20-30 человек в трехкомнатной квартире было обычным явлением. Коммуналки стали рассадниками пьянства, хулиганства, венерических болезней и бесконечных скандалов между соседями. Чтобы повлиять на ситуацию, власти решили, что от лица государства за каждой коммуналкой будет присматривать специальный человек – квартуполномоченный. Все, что происходило внутри квартиры, квартирный уполномоченный обязан был докладывать в ЖАКТ. Структуру, которая осуществляла вообще контроль за домом или за группой домов и так далее. На бумаге он должен был присматривать за порядком, а на деле следить за настроениями и за всеми перемещениями жителей квартиры. Когда человек выезжал даже на время, он обязательно должен был отмечаться в ЖАКТе, что он уехал и дальше, что он приехал. И ответственный квартиросъемщик обязан был следить за соблюдением. То есть государство все более жестко берет под контроль, по сути, частную жизнь граждан. Что-то не то сказал, сел в тюрьму.
Отлучился из квартиры на пару недель, лишился жилплощади. До войны у них был особый резон кого-нибудь посадить или выселить. Квартуполномоченные имели право занимать в квартире освободившиеся комнаты. В 1937-м квартуполномоченным даже платили зарплату. Но после смерти Сталина должность в одно мгновение потеряла былую актуальность. В современных коммуналках квартуполномоченными называют самых ответственных, самых порядочных жильцов, которые добровольно и совершенно бескорыстно взвалили на себя невеселую общественную нагрузку. Списывать показания счетчиков, считать, уговаривать всех платить вовремя, стоять в очередях в сберкассах. Казалось бы, их должны уважать, любить всей квартирой. Но куда там? Вот типичная, не очень веселая история современной квартуполномоченной. Когда надо платить, надо же платить за электричество, никто не платит. Опять же моя инициатива: товарищи, давайте соберемся. Даже я вперед оплачу, а потом собираю. Нина Ивановна, а проще тетя Нина, всегда любила коллектив. И тогда она еще не знала одного из основных правил коммунальной жизни. Хочешь, чтобы тебя не трогали, не высовывайся. Она вроде бы старалась во всем помогать своим соседям, но почему-то стала в своей квартире изгоем. Вот соседка, допустим, она идет мимо меня, я говорю по телефону, она идет с ванной комнаты, она подходит мне вот так вот, брызгает в лицо, я ни слова не говорю. А она говорит: мы таких добреньких, как ты, били, говорит, в классе с мальчишками. Ее провоцировали, ей хамили, над нее откровенно издевались. Нина Ивановна терпела долго, до тех пор, пока коммунальная жизнь не угробила и ее личное, женское счастье. Я приехала с юга с сыном и чувствую, ну что-то отец не такой, ну что-то у него не так. Ну, женщина всегда чувствует. И тут праздник, Новый год. Ну, я укладываю сына в 9 часов обычно, прилегла с ним, а тут слышу, музыка играет, все люди празднуют. Я оделась, значит, с праздничным настроением выхожу и вдруг смотрю, я-то тут лишняя. То есть мой муж с соседкой. Измену мужа она не простила, выгнала. Отмучившись в этой коммуналке еще несколько лет, тетя Нина все-таки сумела разменять свое и мамино жилье на отдельную квартиру. Въехала в малюсенькую хрущевку на окраине. Но даже в этом варианте счастье Нины Ивановны было беспредельным. Стыдно признаться, но я приходила в туалет, садилась на стульчак, думаю, какое счастье, меня никто не выгонит. Стыдно, но это факт. Когда она уехала, соседи обрадовались, наконец-то избавились от этой. Но радовались недолго. Лишившись козла отпущения, соседи стали скандалить между собой. Дело закончилось рукоприкладством и судом. На суд пришла и бывшая квартуполномоченная, свидетелем. Я говорю, вы знаете что? Вот квартира, у нас 6 семей, 6 матерей, отцов. Каждая семья идеальная, то есть они заботятся о своих, они работают, они не прогуливают. В общем-то, люди-то нормальные. Но вместе это, ну, наверное, как сельди в бочке. Тетя Нина зла на соседей не держит. Считает, это коммунальная теснота провоцирует людей. Люди, которые живут вместе, они больше разобщены. Дружить легче, когда высокий забор, железная дверь. Приходишь и дружишь. Вот. Как государство, понимаете, которые вместе объединены насильно и ненавидят друг друга. Сейчас ни один здравый человек не будет спорить. В коммунальной жизни хорошего мало. А в 30-е годы она считалась великим пролетарским благом. Жить вместе хорошо и здорово, утверждало правительство. Только так можно воспитать настоящего советского человека. Были вообще фантастические идеи. Зал для сна, одна огромная столовая, огромная кухня. А поскольку все было тогда централизовано, значит, получалось дешевле, чем делать там 100 спален комнат, 100 ванных комнат, 100 кухонь. Явно экономический эффект. Посмотрите, это уникальные кадры. Агитационный фильм о жизни дома коммуны. Ленинград, 1932 год. Давайте посмотрим, как, по представлению советской власти, должна была выглядеть жизнь настоящего советского гражданина. Итак, просыпаемся в общей спальне. Коллективно делаем зарядку.
Из общего гардероба подбираем одежду и обувь и идем на предприятие, не забыв прихватить из общака денег на карманные расходы. По замыслу идеологов домов коммун личные деньги человеку не нужны, поэтому зарплату отдаем местному наркомфину. Приняв питание в общей столовой, можно отдохнуть после работы в общих комнатах для отдыха. Декларировалось, что при такой модели жизни человек не будет думать о бытовых проблемах и целиком посвятить себя жизни на благо общества. Вот так должна была выглядеть идеальная коммунальная жизнь. Дело доходило там до смешного. Вот, предлагались даже отдельные комнаты, там, квартиры, где можно было по расписанию приходить со своей супругой, именно со своей супругой и так далее, решать все значит, проблемы такого интимного характера, которые вообще человек должен делать в своей квартире. Большинство проектов так и осталось на бумаге. История Ленинграда знает немного домов коммун. Вот самый знаменитый. Напротив Петропавловки дом политкоторжан. Дом для бывших узников царских тюрем. Они придумали и построили дом своей мечты сами. Представим себе, как он выглядел 80 лет назад. На первом этаже общая столовая, детский сад, здесь же собственная библиотека, на крыше солярий, во внутреннем дворе театр. Все это было построено для того, чтобы жильцы больше времени проводили вместе, а в своих квартирах только спали. Практически человек мог жить, не выходя из этого дома. Можно было взять книгу, сесть в шезлонг, позагорать, поговорить. Люди могли выходить, смотреть на закаты, смотреть на восходы, общаться друг с другом. Это я очень хорошо помню. Людмила Боровикова – дочь председателя общества политкоторжан Давида Трелиссера. Вот он, по правую руку от Ленина. Людмила прекрасно помнит, как здорово когда-то жилось в доме, придуманном ее отцом. Это было для удобства, это было вот на шаг вперед. Однако еще при строительстве дома кто-то заметил в его планировке одну особенность – коридор. Уж больно похожий на коридор тюремный, хорошо знакомый по прежней жизни всем обитателям дома политкоторжан. Дурное предзнаменование. У Людмилы Боровиковой хранится фотография, на которой все жильцы дома, 26-й год, цитата, «освобожденные волей пролетариата». Но пройдет всего 10 лет, и эта же пролетарская воля отправит весь дом на нары. К 1936 году из-за ложных доносов жилыми останутся только 12 квартир из 150. НКВД извлек из дома квадратный корень. Мрачно шутили единицы оставшихся на свободе. По одной из версий, репрессии, которым подвергались жители дома политкоторжан и вместе с ними десятки тысяч других ленинградцев, это не просто борьба со внутренними врагами, но еще и попытка решить все тот же квартирный вопрос. В 1935 году в нашем городе началась операция «Бывшие люди». Отлавливали бывших всем миром. Вот цитата из «Ленинградской правды». 23 июня 1935 года. Рабочий Иванов пишет: «Кое-кто из приспешников живет в нашем доме до сих пор. Мы должны зорко следить, чтобы ни один последыш империализма не остался в нашем пролетарском городе». Конец цитаты. В результате этой операции «Бывшие люди» из Ленинграда было выселено более 11 тысяч человек. И освободилось примерно 264 тысячи квадратных метров. В дом с видом на Петропавловку немедленно въехали нужные советской власти люди. Вот только идиллии общего быта, которая была у объединенных общим прошлым политкоторжан, здесь не получилось. В результате, переругавшиеся в общей столовой в пух и прах, новые жильцы дома единогласно согласились пожертвовать целой комнатой своих квартир, чтобы получить индивидуальную кухню и не видеть с утра до ночи ненавистных соседей. История дома политкоторжан более чем показательна. Сильные мира сего, властимущие советского государства, собственноручно, жирно подписались под тем, что жизнь на виду, общее хозяйство – все это откровенно невыносимо. Они закрылись в своих квартирах, но на митингах, выступая перед простыми пролетариями, естественно, во всю глотку продолжали прославлять великолепные благородные идеи общего коммунального быта. Уж то-что, а лицемерить советская власть умела.
Легендарный дом политкоторжан, 21 век. Сегодня в помещениях бывшего солярия мансарда элитных квартир, там, где раньше была общая кухня, офисы, а вместо театра – хозяйственный магазин. Петербургский спортсмен, завоевавший медаль Олимпиады 2010 года в Ванкувере. Евгений Плющенко. Он тоже, как знает, толк в наших коммуналках. Женя с мамой переехал в Петербург, когда ему было 11 лет. Денег в семье не было даже на вещи первой необходимости, даже на еду. Поэтому комнаты в коммунальных квартирах маме с сыном приходилось снимать самые дешевые. Для юного фигуриста, выросшего в Волгограде, в небогатой, но чистенькой, спокойной отдельной квартире, знакомство с коммунальным питерским бытом стало шоком. Например, ночью спишь, там вылезают мыши, вылезают крысы. На кухне у нас стояла газовая колонка, и такой поддон и душ. И вот ты поел яичницу, например, быстренько помылся на кухне. Ну ладно бы только быт. Самое главное впечатление, неизгладимое, оставили соседи, привыкшие жить по коммунальным понятиям. Люди, для которых бесцеремонное вмешательство в жизнь другой семьи было абсолютной нормой. Когда нас не было, например, мы уходили на тренировку с мамой, то к нам периодически заходили. То есть у хозяйки был ключик, и у нас-то брать-то нечего было. Но вот заходили к нам в комнату и проверяли, а что есть, так, а что здесь, а что здесь. Вот, проверяли вещи, там, смотрели, там. И я что сделал? Я делал ниточки, то есть входная дверь в нашу комнату, я натягивал ниточки и знал, что зашли к нам или не зашли. 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 Вечерами специфическое общение с соседями продолжалось, причем уже в другом, более тесном, но не менее запоминающемся формате. Постоянно пьянки, постоянно какие-то наркоманы, постоянно милиция, постоянно драки. И у нас была маленькая комната, мы жили с мамой. Это была картонная перегородка, и когда драки, то к нам попадали иногда люди, валились просто в комнату. И да, в комнату валились, и вот дрались там, продолжали. Положение Евгения и его мамы усугублялось тем, что они, приезжие без прописки, по негласным коммунальным понятиям считались бесправными мигрантами, о чем коренные жители квартиры время от времени напоминали. Отношение такое, с перепадами было. С перепадами. Когда дадут нормально, то все в пух и прах, там метут, там выгоняют. Мат такой жесткий, мне 11 лет. Я это все вижу, я это все слышу. И мама погромче там магнитофон или включала телевизор. Пока Женя заработал на отдельное жилье, он с мамой успел сменить больше десятка коммунальных квартир. Но ни одну из них назвать своим домом, пусть даже временным, у Плющенко язык не поворачивается. Ну, я не знаю, этого вообще не должно быть. Вот этого нету нигде в мире. Ну, нету. Ну, не знаю. Не знаю, по крайней мере, это ад. Честно хочу сказать, это ад. Конечно, точка зрения Плющенко не бесспорна, но она сформировалась исключительно на базе собственного личного опыта. И поэтому Евгений вполне имеет право озвучивать свое невеселое мнение, называть коммуналку адом. Имеет право, даже несмотря на то, что жил он в коммуналках в относительно мирные 90-е годы, а не в начале 40-х, когда ад в Ленинграде был не в отдельно взятой коммуналке, а повсеместно, и спрятаться, сбежать от него было невозможно. Во время блокады огромные коммуналки, еще вчера напоминавшие беспокойные муравейники, в считанные месяцы превратились в умирающие безлюдные склепы. Наша коммуналка – это 13 комнат, это 52 человека. Вот такая большущая квартира. В руках Юрия Любовского план квартиры, в которой он, пацаном, жил в блокаду. План составляла его мама. Этот документ уникальный, потому что история его коммуналки как зеркало судьбы целого города. Блокада, голод, мор.
и все начинается. Но еще были гробы. Гробы у нас сделали прямо вот здесь вот. Вот здесь делали гробы. Следующий лист схемы. Крестами обозначены комнаты, в которых к концу блокады не осталось ни одного живого человека. Из 13 комнат перечеркнуто 9. Умерли 48 человек из 52, живших до начала блокады. Никогда, товарищ, не забудешь, не разлюбишь этот город никогда. Народная артистка России, звезда советского кино, прима театра Комиссаржевской Галина Петровна Короткевич. Галине Петровне возвращение домой дается непросто. Всю блокаду она прожила здесь, в коммунальной квартире на Невском проспекте. Ну, это просто как будто бы тут никогда я и не была. Следов прошлого не осталось. На месте, где раньше была большая коммуналка, теперь новодел, офис. Вот эти два окна были. Конечно, вот здесь моя кровать стояла, маме вот так разделено было. Когда упала бомба, так вот здесь бегали крысы, как кошки. Вот именно вот тут на кухне. Причем они метались вот туда, к черному ходу. Окна ее комнаты выходили на знаменитую табличку «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Галине Короткевич 2 года назад исполнилось 90. В жизни было всякое, но воспоминания о блокадной коммуналке не затмит ничто. Вот на 2-м этаже окно. Это ее бывшая комната. И из этого окна было видно булочную, говорить о которой даже сегодня, спустя почти 70 лет, Галине Петровне больно. Около этой булочной продавали котлетки человеческие. 50 рублей штука. А вот здесь, напротив этих ворот, упала лошадь. Она была еще живая. Подбегали люди и стали ее отрезать куски. Людей можно понять, потому что это страшно. Страшнее того блокадного голода вообще ничего не может быть. Возможно, вы удивитесь, но в страшных блокадных воспоминаниях Галины Короткевич одно из очень немногих светлых пятен – это ее жизнь в коммунальной квартире. Да, во время блокады разногласия между соседями, бытовые неудобства – все ушло на второй план. Вместе, помогая друг другу, было больше шансов выжить. Многие переезжали к соседям, друзьям. Во время блокады в Ленинграде возникали даже стихийные коммуналки и даже стихийные коммунальные детские сады. Эта печка из блокадного Ленинграда, она сохранилась в одном из домов на Литейном проспекте. В конце 1941 года жившая в этой квартире молодая мама взяла на воспитание 7 маленьких ребятишек, ставших сиротами, потерявших родителей в самом начале войны. Плечом к плечу, согревая друг друга, дети провели на этой печке всю страшную блокадную зиму 1942 года и выжили все как один, благодаря этой, ставшей для них спасительной коммунальной кухне. Быстро дома строят так. О ветеранах и блокадниках, слава богу, не забыли. Как-то однажды я дома была, мне звонят. Таисия Михайловна, я говорю, так это я и буду. Вам причитается квартира. Когда началась война, Тосе Кочетовой было 13 лет. В 13 же она осиротела, пошла работать на конвейер оборонного завода. И проработала до самой победы. В осажденном Ленинграде в коммуналке Таисия Михайловна прожила все 900 дней блокады. И до сих пор удивляется, как ей удалось выжить. У нас там была аптека. Я приду в эту аптеку, трупы лежат вот так. Трупы лежат. И вот из-за них заглядываю, какую таблеточку купить, чтобы покушать.
Ой, Раек, я тебе перезвоню. 82 года по коммуналкам. Она не знала отдельных квартир до прошлого года, до тех пор, пока ей не выделили жилье по специальной государственной программе. Старые мои друзья с улицы Ленина. А вот ее прежняя квартира. Мы звоним, но открывать нам не торопятся. Здравствуйте, это телевидение. А что вы хотите? А мы хотим снять коммунальную квартиру, в которой жила у вас блокадная соседка Таисия Михайловна. Да провалите напротив, ваша соседка. Вот так встречали блокадницу Таисию Михайловну бывшие соседи. А почему? Все, я же вам говорю, враги. Ситуация. Нарочно такое не придумаешь. В доме на улице Ленина Таисия Михайловна прожила 30 лет, а теперь не может зайти за собственными вещами. Простояв на лестнице полчаса, мы все-таки попали в квартиру, пустили другие соседи. Вот моя комната. Таисия Михайловна рассказывает нам, что врагом она стала вот из-за этих 14 квадратных метров. По ее словам, она прописала в эту комнату племянника, и бывшие соседи потеряли шанс со временем получить эти метры. А когда ей еще и дали отдельную квартиру, отношения испортились окончательно. Правда ли это? Мы хотели выяснить у соседей, но разговаривать с нами не стали. А потом что? Да, вызывай милицию, и все. Да вызывайте, вы любите милицию вызывать. Здравствуйте. Тут чужие люди пришли с телевидения, бывшая соседка там, не знаю, и комнату открыли ключами. Я просто ставлю вас в известность. Вот украли ковер и свой вот халат. ковер забирают, да. Ага, ковер и свой халат. Каемся, мы помогли Таисии Михайловне украсть ее собственный ковер, а заодно и ее старый халат. И дай-то Бог, чтобы она поскорее забыла о своих бывших соседях. И пусть ее новая квартира далеко от метро, пусть рядом пока нет аптек и поликлиник, все равно Таисия Михайловна искренне счастлива. И ее радость может понять большинство ленинградцев с рождения живущих в коммунальных квартирах. Сегодня Таисия Михайловна жалеет уже только об одном. Ой, не верится этому, не верится никак. Конечно, дали поздно. Сколько проживешь, не знаю.